Я думаю, что многие из вас уже слышали насчет lossless scaling, что абсолютно на любой видеокарте можно существенно так поднять FPS в абсолютно любой игре. Включить генерацию кадров даже там, где она не поддерживается, и другие виды масштабирования, что порой даже AMD с Nvidia молча курят в сторонке. Так сказать, LS — это рупор надежды для любителей фейковых кадров. А недавно вышла новая версия 3.1.0.2, которая принесла с собой одно, но очень существенное изменение. Это адаптивный мод, где нам всего лишь нужно выбрать нужную частоту кадров, запустить игру и наслаждаться данным количеством FPS. Что самое важное, если у вас в игре 60 FPS и вам нужно 144 для герцовки монитора, ставите 144 и lossless scaling сгенерирует кадры до заданного значения. Если у вас 100 FPS, он снова же сгенерирует 144 кадра. Если у вас 120 кадров, к примеру, раньше или в режиме фикс, мы выбираем множитель. Если у вас 60 FPS, множите на 2, получаете 120. Это не всегда удобно. А теперь Adaptive Mode может множитель выставить самостоятельно на 0.5 или 0.7. Прежде чем перейдем с вами к настройке и тестам, давайте расскажу вам о спонсоре данного видео. Эй, братик, послушай, я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Да, у нас сегодня с вами такая необычная обстановочка, я подрубил вебку, как обычно, ради экспериментов, тестов и так далее. Просто интересно, как оно все будет работать вместе. И вот на этой менюшке начинается вся магия. Слева вверху можем создать профиль. Нажимаем на плюсик и здесь в title пишем, к примеру, Witcher 3, либо другие любые проекты. И нажимаем Add. Но я буду работать на дефолтном профиле. Если мы нажмем на Settings, здесь у нас есть Scale Hotkey, очень удобная штучка для того, чтобы каждый раз не сворачиваться. То есть мы нажимаем Ctrl-Alt-S, и у нас сразу же включается необходимый нам Scale. Более подробнее чуть позже покажу. На вкладке интерфейс. Русского языка, увы, нет. Те, кто в курсе, я думаю, в курсе почему. Плюс можем выбрать тему, светлую либо темную. Запуск от имени администратора в принципе можно включить, а все остальное уже по желанию. Что удобно, здесь у нас все поделено по столбикам. Левый верхний столбик у нас это Frame Generation, это генерация кадров. Справа масштабирование, можем выбрать FSR, NVIDIA Image Scaling и так далее и все подобное. Если FSR, выбираем резкость, оптимизированная версия. Что это значит, можете почитать. Далее, мод, можем выбрать Custom и задать значение фактора. Но в программке Lossless Scaling я не использую какие-то виды масштабирования, как бы это странно ни звучало. Потому что во всех новинках, особенно одиночных играх, практически 100% будет какой-либо вид масштабирования. XS, FSR, либо DLSS. И они очень даже неплохо работают. Но не все видеокарты поддерживают генерацию кадров. И последнее обновление принесло нам генерацию кадров LSFG 3.0 с, самое главное, адаптивным модом. Но к этому вернемся чуточку позже. Далее, Capture IP. На Windows 10, говорят, работает очень хорошо DXGI. На 11 винде, по крайней мере на последней версии 24H2, когда я выбираю DXGI, масштабирование происходит, но сейчас на экране вы увидите, как именно оно все работает. То есть нативный FPS почему-то пишется выше сотки, хотя MSI Afterburner показывает реальный FPS около 50. Из этого получается, что генерация кадров вроде как включилась, но
очень большая задержка и все как-то непонятно. Короче, оно все не работает на данной версии, поэтому выбираем VGC. В таком случае все заработает без проблем, чуть позже покажу. Далее говорят, что можно повысить таргет, то есть на единичке у нас получится чуть ниже задержка. Можете поэкспериментировать, посмотреть. Весь перевод будет у вас указан прямо на экране. Что это значит, зачем это значит и так далее. Курсору все в таком духе нам не интересно. Рендеринг. Некоторые советуют ставить на Default, некоторые наоборот отключать. Снова же я проверял на Off, Default и VSync. Что-то конкретного подсказать не смогу, но выбрал для себя Default и Max. Frame Latency оставил на 3. Ставил меньше, ставил больше, снова же ничего такого не обратил внимания. Скорее всего нужно чуть больше провести времени в данной программке. Галочку на Draft FPS оставляем включенной, потому что в таком случае слева вверху в углу у нас будет указан наш нативный FPS и FPS, который выводится. GPU и дисплей. Вот это вот, кстати, неплохая штучка. Если у вас две видеокарты, либо ноутбук с отдельной видеокартой, вы можете сделать следующим образом. Играть на одной видюшке, а проводить масштабирование на совсем другой. Некоторые советуют, где-то я тут выписывал советы. Также в идеале можно купить видеокарту, затычку условную, чтобы на нее отправить обработку генерации кадров. Это потенциально может улучшить весь игровой процесс. Плюс то, что я говорил ранее, на данной версии лучше выбрать VGC. Во-первых, это уменьшит задержку. Во-вторых, в моем случае баг происходит с реальным FPS. Писался, не писался, всегда выше, и толком генерация кадров не работала. Плюс некоторые говорят, что если отключить в играх резкость, аберрацию и различные такие эффекты, это улучшит общую генерацию кадров. Ну и самое важное, это вот процентики, которые указаны в Flow Scale. Мы к этому еще не дошли, сейчас дойдем и все расскажу. Собственно, Frame Generation. Type выбираем, конечно же, 3.0, если ваша видеокарта поддерживает ее. Мод. Давайте расскажу за фиксированный мод. Те, кто пользовались Lossless Scaling, вы знаете, как оно все работает. Те, кто новички, тут в принципе все ясно. Мультиплеер — это множитель. Если у вас игрушка выводит нативные 60 FPS, то при мультиплее 2 наши 60 FPS умножаются на 2. В таком случае получаем потенциальные 120 FPS. Если поставим 3, умножаем на 3. Будет уже 180, 4 и так далее. Как люди говорят и что они советуют. Если у вас видеокарта 5000 серии, мультиплеер 4 можете ставить. Это будет аналог генерации кадров 2.0, где у нас повышается FPS в 4 раза. Поэтому можете пользоваться, можете проверять. Здесь же у нас есть Flow Scale. По описанию все написано и все ясно. Переводик вот он здесь указан где-то. И плюса внизу, то, что я говорил ранее, 75% ставим для 1440p, 50% для 4К. Программа будет использовать меньше вычислительных мощностей, что сделает геймплей более комфортным. Поэтому в моем случае я ставлю 75%. Ну и наконец-то Adaptive Mode. То, что нам добавили в последней версии Lossless Scaling 3.1.0.2. Я думаю, вы уже догадались. Там, где у нас указан таргет, мы задаем наши значения FPS-иков. То есть, что это значит? Если на фиксированном мы умножали наш FPS в 2 раза, если у нас там 63 FPS, мы получаем 126 кадров. А мониторчик, допустим, у нас разогнан до 90 Гц. Допустим, 120 FPS нам не нужно для одиночной игры. И что делать? Правильно, ничего. А теперь уже с Adaptive модом можем выставить в таргете 90 FPS. То есть генерация кадров будет стремиться выводить наши 90 FPS. В таком случае у нас лучше картинка и меньше задержка, потому что с условных 60 FPS на 120 чуть сложнее прыгнуть, чем с 60 до 90. И это мы получаем примерно x1,5. Поставим меньше, допустим, на таргет 80, это будет x там 1.4, допустим. С этим мы разобрались. Допустим, давайте сначала напишем 100 ради приличия. Далее заходим в игру. Сегодня наш подопытный будет это Kingdom Come Deliverance 2. Далее что мы делаем? В программке все настроили, поставили Adaptive Mode, Type 3.0 и, к примеру, таргет 100 FPS. Можем нажать Scale, нужно подождать отсчет, либо с помощью нашей комбинации Ctrl-Alt-S нажать и получить, видите, да, скорее всего будет баговать. Если у вас показан оверлей, то справа вверху он немножко мигает иногда. Тем не менее, из наших 60 FPS слева вверху, такие вот очень маленькие циферки, превратилась в наши фейковые 100 FPS. Кстати, да, будьте внимательны, что, естественно, у меня только что было 70 FPS и резко стало 60,
55 и так далее. Что-то около того. Программка кушает прилично так производительности. Вот поэтому и рекомендуют, если у вас слабенькая видеокарта, отдельную какую-либо затычку, чтобы вся генерация происходила на нашей затычке. В принципе, по задержке, то есть играть можно, курсор немножко выделывается, но играть, по сути, можно. Видно, что 100 FPS, скорее всего. Я их не сильно ощущаю, типа разницы между 60 и сотки есть, конечно, но из-за задержки не всегда понятно. Возможно, если бы у меня были бы потенциальные там 40 FPS, я бы поставил на 80, либо 70, я бы, скорее всего, увидел бы разницу более наглядней. Но, тем не менее, мы отключаем далее. Так, а ну-ка, что у нас вернулись наши... Сколько у нас без программки? 70 FPS. Естественно, мне так более приятнее играть, чем с фейковыми 100 FPS, потому что меньше задержка, ничего не дрыгается и так далее. Но мы можем поставить 165 FPS и нажать Scale. Вот теперь мы получаем уже с наших 60 FPS 100, не всегда 165, тем не менее пытается это значение прийти к нашему заданному. Как утверждает автор, что если у нас 60 стабильных FPS, игрушка будет играться получше, естественно, геймплей будет более плавный. Поэтому нужно стремиться к этому значению. Понижать разрешение возможно. Такой вариант, конечно, либо понижать качество графики. Сейчас я, конечно, ощущаю 165 FPS, это прям чувствуется. На YouTube у вас это не будет заметно, потому что YouTube делает ограничение в 60 FPS. Можете поверить на слово, либо посмотреть слева вверху, что у нас вырисовываются наши заветные кадры. При этом картинка, не знаю, 2К лично не сыплется никак. То есть... В принципе, все нормально. Естественно, что где-то, если начать быстро дрыгать, где-то могут поплыть текстуры. Я это замечал, знаете где? Если у нас включен какой-то оверлей, к примеру, там MSI Afterburner, он сразу начинает так растираться, все эти циферки. Любые циферки, любое значение будет немножко плыть. Вот даже живучесть, не всегда это видно, но чуточку видно, короче. Тем не менее, играть можно, но присутствуют такие, знаете, какие-то небольшие фризы, если резко двигать камерой. Если не резко двигать, в принципе, нормально, можно играть. Задержки, честно скажу, я не знаю, как будет в онлайн-играх, лучше это не использовать. Но задержка действительно минимальная, как вот мне кажется. То есть я вот мышкой двигаю и в принципе нормально. Нет такого, знаете, что я как плыву. На NVIDIA, когда я использовал еще генерацию вот в сэрке, я там чувствовал очень-очень-очень сильно, это особенно в Сталкере 2, кто смотрел ролик и кто был на стримах, насколько огромная задержка. Здесь, при желании, даже не то, что при желании, здесь играть можно, без проблем. В таком случае играть 165 FPS, бегать, драться, стреляться, с арбалетов, конечно же. В принципе, можно. Небольшие есть статтеры, но я думаю, это все зависит все-таки от, скорее всего, FPS. Мы можем, конечно, постараться понизить. Это у меня, кстати, экспериментальное качество, если что. Допустим, поставить, низко это она будет сильно, давайте поставим среднее где-то, чтобы у нас постоянно было больше 60 FPS, чтобы не было этих просадок. Давайте проверим. Может быть, в таком случае статтеры пропадут. Не, статтеры не пропали, но оно видно, да, вот когда двигаешься, как-то такими вот странными рывками идет. Но это тоже говорят, что, кстати, не во всех играх такое происходит. Ребятки, которые запускали Киберпанк, я смотрел, кстати, вот сейчас, видите, нормально. Моментами как-то нормально, но как-то хотя если вот, кстати, резко мышку двигать, то вроде даже кажется лучше, да, вот лучше резко двигать. Если медленно так двигать, то оно как-то моментами заметно, что картинка пытается подтянуться за нашей камерой. В принципе, конечно, так играбельней, более играбельней, но кто будет так играть, я не знаю, потому что смысл у нас наших реальных FPS 130. Убрать программку, у нас выйдет сколько, ну давайте посмотрим. 160, 167, типа, сами понимаете, что на данной видеокарте нет смысла этим страдать. Если у вас не 4К монитор, и я не знаю зачем, на более слабеньких это будет заметней. Не забудьте самое главное, потому что у некоторых, они думают, что вот загрузили Lossless Scaling, думают, что он не работает. В параметрах игры режим экрана поставить в окне без рамки. В данной игре Kingdom Come Deliverance 2 режим экрана весь экран, это не полноэкранный эксклюзивный экран, а в окне без рамки, потому что Lossless Scaling здесь работает. А обычно, когда вы ставите полноэкранный режим, она не работает. Здесь мы проверили. Давайте запустим еще что-то, как пример Assassin's Creed Shadows. Давайте зайдем в настройки, посмотрим, что у нас стоит по
режиму отображения в окне без рамки. Тут тоже нет полноэкранного режима, но окей. Просто знайте, что оно не будет работать. Нажимаем здесь Ctrl-Alt-S. Мы получаем наши заветные 165 FPS. Кстати, как раз идет сейчас отлично, наверное, будет видно. Сейчас идет дождик, плюс такая погодка. Если все плохо, картинка будет сыпляться. Но вроде как все нормально. Есть фризы. Мне кажется, в этой игре это даже более заметнее такое чувство. Но играть, в принципе, можно. По сути, я еще раз говорю, что если у вас действительно очень слабая... Кто с кем дерется, не понимаю. Если у вас действительно слабая система, это как вариант. Но только тоже относительно слабая, потому что снова же Lossless Scaling кушает прилично так FPS, нагружает вашу видюшку, здорово, мужик, и это не всегда хорошо. Для нас, конечно же. Хотя у вас, скорее всего, даже не будет этого заметно. Вот если бежать прямо, смотреть туда-сюда вот аккуратненько, в принципе, мы видим, точнее я вижу 165 FPS и как выкинуло из игры. Ну такое тоже происходит. В принципе, все, что я вам хотел показать, я вам показал. Многие ребятки просили рассказать о Lossless Scaling. Хотел еще это давно сделать. Я даже создал Lossless Scaling, текстовый документ имею в виду, 22 ноября 2024 года. А руки дошли практически спустя полгода. Ну, как-то так. Бывает и такое происходит. Ну, если вот так мы растянем. Уля, какую-то душу. Поэтому, ребятки, получается как-то так. За лайки и дизлайки буду благодарен. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Пользуетесь или не пользуетесь, где оно лучше всего работает, в какой сборочке и так далее. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Я иногда, наверное, чуть-чуть чаще начну стримить и залетайте на стримы. Как говорится, до скорых встреч.